Привет всем любителям ArduPilot. Меня не раз спрашивали о том, почему я использую ArduPilot, а не iNav. В этом видео я решил поделиться с вами этой информацией, перечислив достоинства обоих автопилотов. Конечный же выбор остается за вами. Плюсы ArduPilot. Первое. Это используется датчик воздушной скорости в автоматических режимах. В отличие от iNav, где датчик воздушной скорости используется лишь для отображения скорости воздушного потока, ArduPilot использует его в режимах с автоматическим управлением газа для более точного и безопасного поддержания текущей скорости. Второе. Полноценно работает автотюн и автотрим. В отличие от iNav, где автотюн то работает, то не работает, то работает криво, то сохраняет параметры, то не сохраняет, в ArduPilot автотюн работает четко и стабильно. Да, иногда он выдает завышенные пиды, но в целом он работает корректно и избавляет пользователя от ручного тюна пидов. Третье. Более продвинутая фильтрация сенсоров. EKF. Дублирование сенсоров для повышения надежности автопилота. ArduPilot постоянно сверяет прогнозируемое и действительное положение в пространстве со всеми датчиками. Барометр, GPS, компас, гироскоп, акселерометр. Если показания какого-то датчика выбиваются из общей картины, то вес этого датчика понижается автопилотом, не давая, например, криво установленному или откалиброванному компасу заставлять коптер унитазить. Четвертое. Детальное логирование позволяет разбирать встречающиеся проблемы и предупреждать их повторение. Полноценно работающие полеты по точкам и бесплатный, а главное очень мощный и функциональный планировщик миссий. Шестое. Встроенный симулятор Seattle позволяет моделировать различные полетные сценарии абсолютно полностью, как будет реагировать прошивка с вашими настройками на различные ситуации, допустим, удержание ветер, противодействие ветру, отказ датчиков различных можно промоделировать также, допустим, отвал GPS или повышенные вибрации. Все это можно промоделировать в симуляторе ArduPilot. Поддержка экзотических конфигураций, например, VTOL, самолет с вертикальным взлетом и посадкой. По сути, выглядит как гибрид коптера и самолета. Или Tailsitter. По сути, это тот же самый самолет со статично закрепленными моторами, который взлетает вертикально за счет высокой тяговооруженности винтомоторной группы. Ну и, конечно же, исправный горизонт. Вы могли подумать, что я весьма предвзят и не упомяну ни одного плюса iNav? Нет, у него есть тоже свои плюсы. Например, более качественная акро. iNav эволюционно отпочковался от Betaflight, который просто божественно стабилизирует коптер в акро-режиме. Ничего удивительного в том, что iNav унаследовал от Betaflight эту возможность. Второе – это более дружелюбный и интуитивно понятный конфигуратор. Конечно, некоторые оптимизации конфигуратора вводят в ступор, например, изменение угла установка полетника, но в любом случае конфигуратор iNav более приятный, чем Mission Planner. Третье – это более простая быстрая настройка. В Ardu приходится искать много параметров, зная, что и где искать. В iNav можно просто пробежаться по вкладкам и все быстро настроить. Четвертое – это более прогрессивная прошивка и более быстрое добавление новых модных функций, например, iNav Radar, Smart Audio, Trump и прочее. Да, конечно, Smart Audio в ArduPilot тоже имеется, но с некоторыми видеопередатчиками работает некорректно, в отличие от iNav или Betaflight. Пожалуй, единственная причина, по которой я бы хотела использовать iNav, это iNav Radar. Но пока я летаю один, данная функция мне сильно не нужна. И последний, пожалуй, пятый плюс, на мой взгляд, это поддерживаются более дешевые полетники. В принципе, изначально iNav позиционировался как версия Betaflight, но со стабилизацией для дешевых полетников. Но, видимо, скоро придет и их черед, потому как для 411 и 722 процессоров прошивка уже урезанная, PPM приемники не поддерживаются, так что в скором времени iNav лишится этого преимущества. Вот такое вышло сравнение двух систем автопилотов. Если информация была полезна, ставь лайк, подписывайся на канал, оставляй замечания в комментариях. Спасибо за просмотр, пока-пока.